Hello, hello! Сегодня мы расскажем, как бюджетно попутешествовать по Греции. Большинство туристов едут за открыточными видами в Санторини или Парфеноном в Афинах, но сегодня мы отправимся в место, куда сами греки сбегают от столичной суеты – на остров Саламин. Саламин является крупнейшим островом Саронического залива. Самое удивительное, что он находится всего в 15 минутах езды на пароме от Афин, из порта Пирама. Именно здесь, в V веке до нашей эры, произошло знаменитое Саламинское сражение, которое опередило дальнейшее развитие древнегреческой цивилизации. На острове Саламин находится действующий женский монастырь Панагия Фанирамени, основанный в XVII веке. Это одно из самых почитаемых духовных мест острова. На юге острова находится пещера Еврипида, расположенная в районе Перистерия. Согласно античным источникам и археологическим исследованиям, именно здесь великий древнегреческий драматург Еврипид уединялся, чтобы создавать свои знаменитые трагедии. Из пещеры открывается впечатляющий вид на Эгейское море, и легко представить, как это место вдохновляло одного из величайших писателей античности. Чтобы еще глубже погрузиться в историю острова, можно отправиться в археологический музей Саламина. Здесь представлены находки, охватывающие несколько тысячелетий истории, от эпохи неолита до римского периода. Саламин совсем не похож на шумные туристические курорты. Это настоящий греческий остров с богатой историей, тихими пляжами, красивой природой и особой атмосферой спокойствия. Если вы хотите увидеть Грецию такой, какой ее знают и любят сами греки, обязательно включите Саламин в свой маршрут. Когда вы прилетаете в аэропорт Афины, у вас есть две возможности добраться до порта Пиреи. И первая возможность — это автобус, вторая возможность — это метро. Билет на автобус стоит 5,50 евро, а билет на метро 9 евро. Давайте начнем наш путь от аэропорта Афины до нашей конечной точки. Мы выбрали все-таки метро. Первое, вам нужно повернуть налево, пройти немного, проехаться на эскалаторе и подняться наверх. Таким образом, вы перейдете уже в главный зал метро, где можно будет купить билеты в автомате. Нужно выбрать правильный билет. Сначала переводим язык на английский в терминале, выбираем Buy Ticket и выбираем Афины и аэропорт. Этот вариант позволяет вам напрямую доехать от аэропорта до крайней точки Афин. Как раз это и есть порт Пиреус. Дальше продолжаем наше путешествие, но вы должны быть аккуратны. Билет действует всего лишь 90 минут, а поездка занимает 60 минут. То есть вам нужно рассчитать так, чтобы вы вошли в метро и подождали поезд не дольше, чем 90 минут в сумме с поездкой. Поездка длится больше, чем 60 минут. Потому что в конце на выходе нужно еще раз показывать свой билет, и вас выпускают, если вы уложились в это время. Еще важный момент. Заходить все-таки нужно не прямо перед отправлением, а немножко раньше, потому что мы зашли уже слишком поздно, и нам пришлось ехать несколько остановок стоя. То есть нужно занимать заранее сидячие места. Также места там никто не уступает. То есть даже беременная женщина стояла, поэтому нужно сразу заранее знать, что вам нужно занять это место, если у вас какие-то особенности. У вас есть две возможности. Это переправа катером через порт Пирама или через порт Пиреус. Пирама находится уже совсем на западе Афин, то есть за городом, а Пиреус находится еще в чертах города. И длина поездки с Пирама составляет 10 минут, а длина поездки из Пиреуса до Саламина составляет 40 минут. Ценник тоже очень приемлемый, 3 евро из порта Пиреус. Если вы, как и мы, решитесь отправиться на остров Саламина именно на таком, скажем так, прогулочном катере за 40 минут, то вам следует наперед знать, где найти этот катер, потому что порт Пиреус на самом деле огромный, там 8 разных ворот, и туда приплывают огромные круизные лайнеры, теплоходы, и также вот такие катера, которые ведут на такие небольшие острова поблизости к Саламина. Google карты ошибаются, ChatGPT ошибается, они пишут: вы должны пойти к воротам номер 3. Порт настолько огромен, что передвижение по нему от станции метро до крайних ворот может занять 30 минут. Поэтому там даже курсируют автобусы. Интересно, что они курсируют только для ворот 1, 2, 3, 4.
И они ведут на такие острова, как Санторини и всякие пропиаренные греческие курорты, которые также отличаются дорогой ценой. Нам же нужно выбрать ворота 8 и дойти до них пешком. Именно там будет множество стоек с билетами, но не стоит на них отвлекаться. Покупать билеты нужно уже в самом катере. Теперь поговорим о переправе. Переправа наша длилась 40 минут, и действительно это было удивительное зрелище. Мы увидели, мне кажется, большинство промышленных районов Афин. То есть там можно полюбоваться морем, но конкретно каких-то там пейзажей природных я не рекомендую ожидать. Хотя мы увидели красивый маяк на одном из островов, который, мне кажется, не населен. Дальше, когда вы приплываете уже на остров Саламина, для того, чтобы приехать именно в курортное место, вам нужно воспользоваться автобусом. Он ходит раз в час, поэтому стоит также уточнить правильное время. Насколько я знаю, он отправляется примерно там с утра до 21 вечера, каждый час в 0,5 минут. Мы сели на этот автобус, купили билеты. Билеты на автобус стоят 2 евро 20 копеек. Но если говорить о наших следующих поездках, почему-то у водителя этот билет покупать было дороже. 2,30. И на этом автобусе вам нужно проехать всего лишь 10 минут, и вы окажетесь в Селинии, городе, где можно отдохнуть. Почему вам стоит выбрать именно этот остров? На самом деле причины просты. Вкусная еда, шашлычки, греческие блюда. Это идеальные цены. Например, за один обед можно потратить где-то 15 евро на двоих, и это при том, если вы берете средние порции. Большие порции будут намного дешевле в соотношении. Также здесь есть дешевые отели. Вы можете найти отель, который стоит, например, остановиться в том же отеле, в котором мы остановились, он стоит 65 евро за ночь, что тоже является очень приемлемой ценой в разгар курорта, например, в июле. Еще плюс Саламины и вообще города Селинии в том, что здесь очень мало людей, и на пляже вы можете купаться вот в 8 утра с 5 другими людьми в субботу. В выходные дни становится более наполнено, но вы в любом случае всегда найдете себе место, чтобы присесть и искупаться. Из минусов здесь нет особого такого песчаного пляжа, то есть где можно разместиться именно с такой большой подстилкой, хотя, в принципе, на этом маленьком отрезке тоже можно это сделать при желании. Наша же цель на этом пляже была именно поплавать в море, но не лежать, не загорать на пляже, поэтому для нас этот выбор особенно подошел. Море на этом острове также отличается характерной особенностью. Оно закрыто, как бы в таком закрытом заливчике находится. И здесь, на самом деле, очень мало волн. То есть практически во все время, которое мы здесь были, это примерно уже неделя, оно такое гладенькое, поэтому подходит для тех, кто не хочет купаться с большими волнами или имеет страх перед штормом. То есть в любой момент вы можете пойти и искупаться. Водичка лазурная, прозрачная. А еще недавно здесь произошел пожар. Как раз совсем недавно мы видели вертолеты, 2 самолета, которые пытались потушить пожар. Они набирали воду прямо из моря и очень быстро, примерно за час, ликвидировали огромный пожар. Также на острове Саламина можно приобрести разные фрукты, и они достаточно по доступным ценам. Еще плюс в том, что тут есть удивительная кондитерская с вкуснейшими круассанами, начиненными взбитыми сливками. Это мы тоже очень сильно рекомендуем. Всем желаю удачи, всем, кто осмелится повторить эту поездку. Надеюсь, что вам также понравится. Я буду очень рада, если это видео кому-нибудь поможет найти это место для отдыха и хорошо отдохнуть и получить незабываемые эмоции.